Привет, друзья! Сегодня мы в туристической столице Узбекистана, где открылся историко-этнографический парк «Вечный город», культурно-туристический объект в новом формате. Буквально за 3 года на окраинах Самарканда возник целый туристический городок, и действительно, это огромный комплекс, расположенный на обоих сторонах Гребного канала, площадью 260 гектаров под общим названием Silk Road Самарканд. Условно, комплекс можно разделить на две части. На одном берегу находится, собственно, туристический городок Вечный город, а на другом деловая зона, где выстроены конгресс-холл и гостиничный комплекс, состоящий из 2 5-звездочных и 2 4-звездочных отелей. Историко-этнографический парк Вечный город представляет собой культурный объект площадью более 17 гектаров, являясь своеобразным миксом древних городов, таких как Самарканд, Бухара, Фергана, Ташкент, Хива и других поселений. В концепции Вечного города заложена идея представить на одном пространстве все разнообразие, красоту культуры и традиций Узбекистана. Время – это неразрывная нить, на которую нанизываются жемчужины истории. Историко-этнографический парк «Вечный город» – один из таких драгоценных камней. Он становится частью этого бесконечного ожерелья, продолжением традиций всех видов прикладного искусства и ремесленничества, символом преемственности поколений. Здесь же представлены гончарно-керамические мастерские с полным циклом производства, кузнецкие мастерские, фабрика бумаги ручной работы с водяной мельницей, представляющая собой точную копию Кунигиля. У туристов и посетителей Вечного города будет возможность наблюдать, как рождаются ковры, увидят работу мастеров шелка и ювелирного дела, лаковые миниатюры и резьбы по дереву, а также ознакомятся с галереей национального костюма и многими другими и не менее интересными уголками города. Также в городе туристы смогут не только отведать национальные блюда, но и произвести дегустацию лучших марочных вин, производимых в Узбекистане. По словам Бабура Исмаилова, на данный момент его творческие силы как куратора и идейного вдохновителя направлены на реализацию уникального проекта Вечного города. В этом городе нет ни одного здания, которое могло бы повторять другие строения в Самарканде, Бухаре или остальных городах Узбекистана. Мы не ставили задачу делать реплики архитектурных памятников, а решили создать свободное прочтение архитектурного наследия нашего народа. Я прогнозирую некую критику, когда могут сказать, это новодел того, что уже было. Однако люди должны понимать, что у того, что мы создали, философия намного глубже. Она в том, что тысячелетия традиций народа живут в Узбекистане до сих пор и будут продолжать передаваться из поколения в поколение. Все построенное создано руками местных мастеров, прикладников. Здесь нет никаких имитаций и реплик, все сделано вручную. Может быть, это будет громко сказано, но Вечный город – это народ, который построил сам себе памятник. Мастера, которые там работали, они останутся в этом городе, продолжат творить свои произведения, получат мастерские и пространства для творчества. Вот главная ценность того, что мы делаем, говорил Бабур Исмаилов. Художник также пояснил, что была пересмотрена концепция дизайна, цветовой гаммы оформления всех объектов Вечного города. Было решено отказаться от использования традиционного синего цвета. При создании дизайна в основном использовались светлые тона.
Большой упор был сделан на фисташковые, оливковые, пепельные, хаки и другие цвета. В итоге это решение оказалось верным. Находясь в городке, ощущаешь легкость и воздушность всех объектов этноцентра. По расчетам создателей комплекса, общее количество постоянно работающих ремесленников и мастеров составляет более 100 человек, не считая штатных работников городка. Другим направлением комплекса станет оздоровительный туризм. Медицинский кластер курорта представлен 4 отелями Wellness Park Hotel, каждый из которых имеет свое медико-санитарное направление и уникальный дизайн. Все они будут работать по программам, рассчитанным на комплексное медицинское обследование и оздоровление организма. В комплекс входит так называемая эко-деревня, 14 коттеджей для частного размещения и сервиса. Дома полностью сконструированы из бруса. Деловую часть комплекса отделяет грибной канал. Здесь построены Конгресс-холл и 4 гостиницы премиум-класса. Одна из них, Самарканд Regency Амир Тимур, станет первым 5-звездочным отелем в Центральной Азии, вошедшим в ассоциацию ведущих отелей мира The Leading Hotels of the World. 2 отеля представлены Minion Group, одной из крупнейших компаний по управлению гостиничным бизнесом в Китае, со штаб-квартирой в Чэнду. 5-звездочный отель Silk Road by Minion посвящен истории Великого Шелкового пути. К услугам гостей 241 номер, расположенный в 20-этажном здании. Четырехзвездочный отель Lia by Minion Stars of Улугбек ориентирован на новое поколение путешественников, молодых, активных людей, которые ценят динамичность и стильные решения. Конгресс-холл – это особое место. Современная, высокотехнологичная площадка с функциональной площадью 18 тысяч квадратных метров располагает 30 конференц-залами общей вместимостью до 3500 участников. 2/3 площади комплекса занимает территория парка, где высажены более 50 тысяч роз, 30 тысяч деревьев и сотни тысяч кустарников из Германии, Бельгии, Италии и Голландии. Гости смогут увидеть более 10 тысяч местных растений, лучших сортов яблок, винограда, граната, тутовника, а также сливовых, персиковых и абрикосовых деревьев. Для экскурсий посетителей и туристов по каналу вокруг комплекса предусмотрены услуги водного такси. Работа парка во многом автоматизирована, применены лучшие технологии. Микрополив, подведенный к каждому растению, позволит сократить расход воды и электроэнергии до 50%. Удобная транспортная доступность, возможности для отдыха, бизнес-задач, гастрономического и медицинского туризма, а также богатые культурные традиции и величественные достопримечательности города Самарканда по замыслам автора Вечного города должны дать комплексу Silk Road Самарканд звание одного из лучших туристических проектов Центральной Азии и привлечь как внутренних, так и зарубежных туристов. Затраты на строительство Silk Road Самарканд составили $580 миллионов. Причем Silk Road Самарканд полностью частная компания, то есть по факту Вечный город является коммерческим предприятием. И здесь возникает вопрос, насколько комплекс будет доступен широкому кругу населения. Туристский городок со всех сторон окружен каналами, и вход возможен только через 2 ворот.
Однозначно, инвестору нужно будет оправдать свои затраты, но каким образом это будет происходить? За счет арендной платы, поступающей от ремесленников, торговли сувенирами общепита или брать плату за вход с посетителей? Представители администрации говорили, что этот вопрос изучается, но здесь необходимо учитывать, если основной упор будет ставиться на коммерциализацию, то историко-познавательная часть уйдет на второй план, и культурная значимость объекта будет нивелирована. И комплекс просто-напросто перейдет в разряд бизнес-объектов. А задумка создания комплекса отлична, и если эту идею сохранить, то Вечный город действительно сможет открыть новую страницу в истории Самарканда. Вот и все, что я хотел вам рассказать, друзья, об этом потрясающем местечке. Не забудьте, пожалуйста, оценить это видео, и до новых встреч, увидимся в наших новых видео. Пока-пока.